Доброй ночи всем, кто случайно или не случайно наткнулся на это видео в интернете. Я снимаю его 26 июля 2015 года, город Костерево, Владимирская область, микрорайон Полевой. Московское время, мы можем сейчас определить это по телевизору, как бы включен Россия-24, там показывается время, московское время, которое в Костереве также является действительным, 23:59. Я хочу, чтобы вы посмотрели сейчас на улицу. Приходим на улицу. Горят фонари, как вы видите. Давайте посмотрим. Так, вот здесь. Это улица 40 лет октября. Время почти 12 часов. Внимание. Минуты через 2 мы увидим, что освещение исчезнет. Там магазин «Магнит». Вот он. У него там свои огни есть. Там стоят машины. Парочка машин. Там вон дорога. Вдоль нее горят фонари. Так вот. Это улица 40 лет октября. Вот фонарь. Очень близко здесь находится. Он горит. Сейчас он должен погаснуть, как и все остальные фонари на улице и во дворах. Смотрим. С минуты на минуту ждем. Вот этот момент. Обратите внимание. Все. Темнота. Горят только большие огни от магазина «Магнит» и окна. Так, вон там у нас что? Тоже окна. Давайте посмотрим, сколько времени. Они пунктуальны в выключении. Ровно 12 часов 00 минут. Это такая ситуация продолжается уже более месяца, я думаю, где-то. Более месяца. Стабильно. Ровно в 23:00 освещение дается, включаются фонари. В 12:00 они гаснут. Всего лишь час. С 11 до 12 вечера, ночи пропадает уличное освещение. Исправно. Очень пунктуально в этом вопросе. Хотелось бы, конечно, прояснить ситуацию. Почему происходит подобное в нашем городе Костерево? Почему отсутствует уличное освещение в те часы, когда оно, я думаю, было бы не лишним для горожан? Во-первых, это создает массу опасностей, дорожно-транспортных опасностей. И, я думаю, криминальная обстановка в городе от этого лучше не становится. Власти, горожанам, жителям города, не было дано никаких разъяснений от властей, почему подобное происходит с завидной регулярностью. С мая месяца отсутствует в городе электроосвещение в темное время суток. Объясните тоже, пожалуйста, вот всем. По каким основаниям? Нет, вот знаете, это вот я... Задолженности у кого? Ладно бы с 10. Ну не у нас. 12 Вы обязаны выполнять. И дождь, и идет, и по лужам идет. Давайте начнем с того, отличным освещением. Какое именно освещение? Как? По лужам. Уличное освещение. Новое освещение. Уличное освещение. Уличное освещение. Везде темень. Никаких Везде темень. Все В понятно. полном объеме, но оно есть. Где? Нету. Какое? С 11 до 12. Вот есть какой. После 12 я сама все Ладно, вырываю. давайте не будем спорить. Я вопрос задал вам. Вы ответите. Ответьте на три. Я вам три вопроса задал основных. Ограничение введено Владимирэнергосбытом за задолженность за февраль Владимир 527. Кто задолжал? 9%. А до 3. Мы здесь при чем?
Ни при чем. Вы обязаны исполнять социальные обязательства перед нами, гражданами Ну города. ладно, спорить. Если кто-то там экономит или ворует, мне это как-то по барабану. Мы здесь сейчас собрались по другому вопросу. Вы можете обратиться в администрацию, мы вам разъясним. Я избиратель, во-первых. Я вам еще раз Это говорю, выборное здесь лицо, повестка нанятое мною на работу. И я вправе требовать ответы и задавать вопросы. Вся работа проводилась в рамках закона, в тесном контакте с правоохранительными органами. Правоохранительные органы действуют в рамках закона. Судебные органы действуют в рамках закона. Представители власти должны действовать в рамках закона. В рамках. Но в каких рамках? В рамках закона. 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 В рамках. 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 Не переставая. В рамках закона. Только закона. Хочу подчеркнуть. Я хочу это подчеркнуть. А я хочу это подчеркнуть. Хочу еще раз подчеркнуть. И еще раз подчеркнуть. В рамках закона. В рамках. В рамках. В рамках. В рамках. В рамках чего? Закона. В рамках. 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 Закона, разумеется. Спасибо за внимание. Но под конец. Повторю. Только должно быть все в рамках закона. Ну ничего смешного, чего вы смеетесь? Вам же придется жить с этим. В ближайшие 6 лет, даже если не больше. Больше. Мы спим. Это вот на работу Вы кто старухи. едет. А причины можете назвать? Вам объясняла администрация Вся города? экономия, я думаю, что в экономии, да. Конечно. Мы думаем экономия. В целях экономии? Да, я так думаю. И вас это устраивает? Да, нет, ну, да. Отсутствует периодически уличное электроосвещение улиц. В темное время суток. Бывает. Бывает? Бывает, отсутствует. Надо обращаться. Куда? Куда? В наш горсовет. Так уже 3-й год выключают, никто не обращается. Да? Никто не замечает. Как вы собираетесь обращаться? Как? Приду да скажу, почему у нас свет не включен. Вы с нас Хорошо. деньги-то берете, вы читаете. Городу выделяются деньги? А? Городу выделяют деньги? Да нет, Выделяют. да не то, что выделяют. это Вы, всё. вы налоги платите в первую Да, очередь. мы налоги платим, но Бюджет еще и город формируется выделяет. из ваших Город денег. выделяет деньги. Может быть. Как-то может быть. На все выделяют деньги, на все буквально. Ну, и куда же они На деваются? ремонт домов выделяют. Каждый год деньги на ремонт Да домов. вы из своих карманов выделяете деньги. И на ремонт домов, и на ремонт дорог. Государство. А? Государство помогает. Ну, помогает. Выделяют. Помогает. Они нам каждый день. Там, где не хватает, помогает. Да, каждый год. Ну, а они почему делают. ничего не делаете? Почему свет выключают? Потому что мэр еще не работает. Еще он не успевает, видать. Новый, Хорошо, этот мэр не Приступил. работает. У вас работал тот мэр. Ваня, Я же вам Федя, сказала, Петя. как он работал. Ну, вы живете же не первый год. Правильно?
Жума, 20 секунд есть, можно добавить что-то хотел бы. Почему американцы так хотят убрать Асада и разделить Сирию? Вы должны понять, что единая цельная Сирия означает, что на ней будет находиться только две единые Сирии. Ожидают экипаж МКС, как космонавты добираются до дома и кто остается на орбите. 400 килограммов кокаина невозможно оформить как дипломатический груз. Что еще посол России в Аргентине говорит о нашумевшем деле? В Иерусалиме третьи сутки протесты у храма Гроба Господня. Быть ли налогом для церкви? К какому решению пришли власти? Экипаж корабля «Союз» готовится к возвращению с МКС на землю. Александр Мисуркин, Марк Ван де Хай и Джозеф Акаба заняли места в спускаемом модуле и закрыли переходные люки. В 2 часа 8 минут по Москве «Союз» отстыкуется от станции. Через 3,5 часа спускаемый аппарат приземлится.